Всем большой привет! Дорогие зрители моего канала, по вашим просьбам, сегодня я приготовлю для вас запеканку. Диетическую запеканку с рисом и яблоком. Отличное блюдо, которое прекрасно подойдет для детей, для людей, которые соблюдают диету, ограничения в питании. В общем, для всей семьи это отличный, полезный, питательный завтрак. И в дополнение к этой запеканке я приготовлю черничный соус. Все ингредиенты я дам в описании к этому видео. Рис я предварительно промыл до тех пор, пока вода не стала чистой. Высыпаю в сотейник или кастрюлю, заливаю водой, соотношение 1 к 2. То есть на полстакана риса стакан воды. Накрываю сотейник крышкой и ставлю на средний огонь. После закипания огонь уменьшаю до минимума и варю, пока рис не впитает всю воду. В принципе, отваривать его до полной готовности нет необходимости, потому что он в дальнейшем будет еще запекаться вместе с творогом. Но обо всем по порядку. А теперь займусь творожной массой. Заливаю манную крупу небольшим количеством воды, чтобы она немного набухла. Манную крупу отставляю в сторону и дам ей постоять минут 15-20. А пока займусь остальными ингредиентами. Вода уже закипает, можно потихоньку уменьшить огонь. Творог отправляю в глубокую миску. Для диетического питания используют обезжиренный творог. То есть творог, в котором процент жирности приближается к нулю. Я взял одну пачку обезжиренного творога, другую пачку творога жирностью 5%. Таким образом, чтобы все-таки запеканка была несколько пожирнее. В общей сложности получится 2,5%. Это продукт средней жирности. Все зависит от вашего состояния, от строгости диеты. Поэтому можно взять только обезжиренный творог, можно немножко добавить творог пожирнее, чтобы общий процент уравнялся и получилось что-то среднее. Разбиваю в миску яйцо и хорошенечко разминаю. Еще хочу обратить ваше внимание на один момент. Я уже об этом неоднократно говорил, но еще раз повторю. Желтки, яичные желтки, желтки куриных яиц в отварном виде вкрутую запрещены, потому что в них содержится очень много витаминов, жиров, холестерина и так далее. Они нагружают и печень, и поджелудочную железу. Поэтому в отварном виде целиком они, попадая в организм, дают сильную нагрузку. Если вы добавляете желток в блюдо, он распространяется на все блюдо, и уже такой разовой точечной нагрузки организм не получает от желтка. Поэтому допускается употреблять куриные желтки в блюдах, но не более половины. То есть вы должны понимать, какую порцию вы можете съесть в день, учитывая, что вы добавили желток в это блюдо. Чтобы сделать запеканку более диетической, можно добавить только белок. Затем беру 2 яблока небольших или одно крупное яблоко. Я их специально взвесил, здесь получилось 300 грамм, но поскольку я удалю сердцевину, чистой мякоти яблока получится где-то грамм 220-230. Яблоко в этом блюде придаст сочность. Вообще получится очень сбалансированное, питательное, хорошее блюдо, потому что творог обладает высоким содержанием кальция. В нем много животного белка, который необходим организму. В запеченном виде творог очень легко усваивается организмом. Кроме того, рис, добавленный в запеканку, это источник углеводов, источник энергии, который с утра заряжает организм силами. Ну и яблоки, конечно, кладезь витаминов, сделают структуру этой запеканки более нежной. Яблоко почищу от кожуры, чтобы оно было более нежным. Использую я сладкие яблоки. Вообще в диетическом питании 5-м столом, в частности, рекомендованы в употреблении только сладкие яблоки. Любые кислоты максимально исключаются из рациона. Вырезаю яблоко сердцевинку, точнее обрезаю мякоть по краям и натру яблоко на крупной терке. Так.
Проверяю рис. Отлично. Добавляю рис в творог. Сюда же отправляю яблоко натертое и разбухшую манную крупу. И тщательно все перемешиваю. Теперь эту массу надо подсластить. Тут я вам ничего советовать не буду. Каждый любит различную степень сладости. Скажу лишь то, что сахар, естественно, запрещен, поэтому лучше воспользоваться сахарозаменителем. Стевия неплохой сахарозаменитель, натуральный. Эритрит, кто-то добавляет мед, фруктозу. Ну, тут уже на ваше усмотрение. Отправляю творожную массу в противень. Слой не должен быть очень толстым, чтобы запеканка хорошо пропеклась. Слегка утрамбовываю и сверху ложечкой вот так разравниваю. Замечательно. Отправляю в разогретую духовку и буду запекать 35-40 минут при температуре 180 градусов. Пока запеканка запекается, приготовлю черничный соус. Черника замечательная ягода, она не кислая, содержит небольшое количество кислот, при этом очень полезная. Разминаю вилкой, чтобы черника пустила сок. Превращать в кашу не нужно. Вот этого сока достаточно, а ягоды останутся такими целенькими, что будет прекрасно смотреться на вид. Высыпаю в сотейник. Можно немного добавить сахарозаменителя, чтобы соус тоже был слегка сладковат. Слегка помешиваю и выпариваю влагу, чтобы она немного загустела. Ушло времени приблизительно 5 минут. Такой легкий черничный соус готов. Можно использовать любые ягоды, свежие или замороженные. Я взял замороженные, предварительно их разморозил. Запеканка приготовилась. Достал ее из духовки и дам ей немного остыть. Нарезаю запеканку на кусочки и укладываю на тарелку. Сверху выкладываю чернику. Попробуем, что получилось. Выглядит просто замечательно. То, что нужно. Замечательный рецепт. Очень полезное, сбалансированное блюдо. Прекрасный завтрак для детей, для людей, которые соблюдают диету. Черника замечательно сочетается с этой запеканкой, но можно использовать и другие некислые ягоды на ваш вкус. Всех благодарю за внимание. Спасибо за ваши комментарии, лайки, подписки. Жду вас снова на своем канале. Всем желаю крепкого здоровья, успехов. Готовьте легко и получайте гастрономическое удовольствие от еды.